Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Алексей Наумов, американист, на связи прямо сейчас, долгожданный гость на канале в прямом эфире. Алексей, приветствую вас. Здравствуйте, Александр, привет всем. У нас тут, видите, долго не складывалось. То у Александра день рождения, то у меня день рождения. В общем, рад всех видеть. Традиционно всех призову подписаться на мой телеграм-канал «Внешпол», alexeynaumov.внешпол, и открою тайну, он теперь есть в мессенджере Макс. Так что, если вам на самом деле важно, то, пожалуйста, меня можно везде найти. Это очень страшная тайна, может быть, коснемся сегодня, обсуждая, собственно, все, что происходит. Но, конечно, будем обсуждать Америку, Трампа, его матерные ультиматумы и вообще действия, которые он будет предпринимать. Единственное, что я от себя скажу, конечно же, переходите к Алексею и, конечно же, приходите в наш прямой эфир. Обязательно не забудьте поставить лайк, это сейчас очень важно и, сказал, принципиально важно. Ну и, конечно, ваши вопросы для финальной части программы оставляйте в сообществе YouTube абсолютно открыто или закрыто, в закрытом клубе зрителей Шелеста. Есть такая возможность. И, конечно же, в чате трансляции, но в самом финале, заранее писать туда вопросы не надо, просто не увижу. А так вот в конце, на сессии вопросов и ответов, с удовольствием с вами пообщаемся. Начнем с опроса сегодняшнего эфира. Он максимально такой обобщенный, но, казалось бы, до боли предметный. В какой войне проще договориться? Варианты ответов: Иран, Украина. В обеих невозможно договориться. Или в обеих на самом деле все проще простого. Ну, там конспирология, не хотят, вот это вот все. Собственно, яйца выеденного не стоит. В общем, две такие полярные точки зрения. И конкретно предметно. Где проще, в Украине или в Иране? Давайте с рассуждения на эту тему начнем. Как вам видится? С одной стороны, все так очень сложно и закручено и запутано. Много очень эмоциональных вот этих всех сотрясаний воздуха. Что по Украине, что по Ирану. Удары, обстрелы, война. Но по сути-то, люди вообще помнят, за что они воюют? Месяц как плюс в Иране и 4 года плюс как в Украине. Если бы Дональд Трамп был президентом США, то война США и Ирана, как известно, не началась бы. Очевидно, что в любое вооруженное противостояние, в любую войну очень легко войти и довольно сложно из него выйти. Как бы война всегда кажется, на самом деле, соблазнительным решением. Вот вы как сидите, да, не знаю, на троне, у вас на голове корона, и вот перед вами лежат какие-то, значит, да, артефакты, к которыми вы можете обратиться для того, чтобы свою политику более успешно проводить. Любой политик всегда исходит из того, что он хочет как бы лучшего в своей стране, да, как правило. Исключения здесь на самом деле редкие, связанные с какими-то безумствами, как, я не знаю, Нерона, сжигающего Рим. Но тем не менее. И есть сложные пути, есть довольно простые. Военный путь кажется довольно простым, потому что, во-первых, вы верховный главнокомандующий, вам довольно легко отдавать приказы о наступлении, о начале войны в любой стране. Знаете, это такой пережиток Средневековья во многом, ну не пережиток, а как бы наследие, что глава государства ведает военными вопросами, это как бы единый такой, значит, единый лидер военный, и поэтому вам кажется, что вот чертовы аятоллы, значит, все блокируют, они надоели, тут еще Нетаньяху сбоку подзуживает, давайте-ка мы нападем и быстренько все решим. Но легко войну начать, и любой план, он, грубо говоря, идеально выглядит, пока не сталкивается с военным планом вашего противника. Мы видим, что сейчас в основе обоих военных конфликтов лежат довольно серьезные противоречия, которые невозможно уладить простыми переговорами. То есть, условно говоря, Россия хочет, чтобы Украина демилитаризировалась, денацифицировалась, соответственно, приняла какие-то изменения во внутреннее законодательство, которые значительным образом изменят ее характер. Да, например, легализуют официально статус русского языка, хотя я напомню, что Конституция Украины предусматривает этот статус уже и сейчас, и Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Окей, но второе, это как бы радикальное сокращение численности вооруженных сил и, соответственно, передача под контроль России тех регионов, которые сейчас под контролем России не находятся. И у Украины на самом деле сейчас есть возможность сопротивляться, и мы видим, что она сопротивляется. То есть очень сложно в таких условиях, когда одна сторона требует
а другая сторона требует Б, искать какое-то среднее С. Потому что компромисс, на самом деле, просмотреть здесь довольно сложно. С Ираном та же история. То есть Иран требует от США там, компенсации, репарации границ 1991 года и, соответственно, вывести ВАЗ из Ближнего Востока, а США требует от Ирана отказаться от ядерной программы целиком и отдать обогащенный уран. То есть нет здесь простора для простого компромисса, и поэтому конфликты продолжаются. Любой военный конфликт проще начать, чем его закончить, потому что как только вы его начинаете, у вас как снежный ком набегают причины для продолжения этого конфликта, и вы уже как бы глубоко засунули ногу в эти зыбучие пески, ну как бы ее сейчас вынимать как-то неудобно, надо хоть чего-то оттуда достичь и чего-то получить. Есть такое понятие, может быть, долго говорю, лестница эскалации. Вот, вам кажется, что вы сейчас нанесете какой-то мощный удар и на этом выйдете из войны. Но ваш противник не хочет оставлять за вами последнее слово и сам наносит сильный удар. Вот представьте, что вы ведете спор на повышенных тонах с каким-то человеком. И вы понимаете, что уже этот спор ни к чему не приведет, и надо бы уже из него как-то выходить. Но вы хотите, чтобы последнее слово осталось за вами. Чтобы вы его пригвоздили вот так вот и встали из-за стола. Это важно в межгосударственных отношениях тоже. Ну и вот вы все больше и больше сбираетесь по лестнице эскалации, и конца этому не видно. Так что нет, к сожалению, простого выхода не видно ни из одного, ни из другого конфликта. И пока, что называется, разговаривают пушки, дипломаты молчат. Ну, смотрите, есть интересные сигналы. Bloomberg сегодня написали о том, что 21 судно, абсолютный рекорд за последнее время, пересекли Ормузский пролив, потому что договариваются с Ираном. Трамп говорит... Матом пишет у себя, говорит, разблокируйте наконец-то этот пролив. В общем, обещает начать какую-то лютую бомбардировку, особенно, ну, кто-то говорит, специальную военную операцию на земле, то есть с высадкой, с десантом, с каким-то, не знаю, контингентом наземным. Ну, кто-то так вот простраивает сценарий. Он же, говорит, разрушу полностью эту страну, от нее в щепки просто, ничего не останется. А пролив не хочет открывать Иран, потому что у него какая-то новая, ну вот такая, его какая-то реальность, которая, да, вместе с перемалыванием руководства, что тоже уже почти, извините, выглядит странно, когда Уитков говорит о переговорах, а с кем разговаривать? Они вообще понимают, с кем они разговаривают сейчас? То есть, где центр силы, где центр власти? Параллельно с этим он начинает получать выгоды от Ормузского пролива, от снятия санкций на нефть. То есть понятно, что ущерб колоссальный, но и выгоды как бы тоже есть. Получается, это все петля затягивания. Как вы оцениваете вот этот шаг? Что это за ультиматум, очередная красная линия, которая отодвинется? Или действительно нас ждет что-то в ближайшие 24, ну уже меньше, часа, что-то лютое? Смотрите, Дональд Трамп хочет найти выход из конфликта. Он хочет выйти из конфликта так, чтобы это можно было представить внутри страны как победу. Потому что с точки зрения Трампа он должен только побеждать. Проигрывать он не может. Он построил всю свою репутацию на образе победителя. Соответственно, если он сейчас просто закончит боевые действия и вернется в освояси, то Иран вполне очевидно может объявить о победе. Он продолжит, если захочет, атаковать американские военные базы в регионе, он продолжит обстрелы Израиля, и в целом у него в руках находится ключ от прекращения войны. Соответственно, чтобы выйти из этого конфликта победителем, Дональду Трампу нужно завершить его на какой-то громкой ноте. На высокой ноте, будем корректны. Высокая нота представляет собой, например, уничтожение энергетической инфраструктуры Ирана. Всем будет понятно, что Ирану придется долго восстанавливаться, и это Дональд Трамп может объявить своей победой. Как мы видим, он уже делал заходы в сторону того, чтобы провозгласить себя победителем. Он уже сказал, что в Иране произошла смена режима. Хотя, конечно, смены режима не произошло, просто американцы убили значительную часть руководства Ирана, и на их место пришли люди, как мы понимаем, даже более радикальные. Он говорил о том, что Марко Рубио говорил о том, что целью войны вдруг неожиданно стало являться, хотя раньше никогда не являлось, уничтожение военно-морского флота и авиации Ирана. Хотя, очевидно, ни флот, ни авиация не являются источником могущества Исламской Республики. Так что Дональд Трамп ищет выход, но тот выход, который позволит ему объявить о победе. И я думаю, что вполне вероятен вариант, если Иран не откроет пролив, я думаю, он его не откроет под этим нажимом,
тогда Дональд Трамп нанесет мощный и масштабный удар по энергетической, по водной инфраструктуре. Мы знаем, что в Иране есть проблемы с гидроэлектростанциями. Ну, в том плане, что они есть, они важны для генерации. Там есть экологические какие-то вопросы к этим некоторым электростанциям, но не суть. Если нанести по этому всему удары, можно сказать, что мы, американцы, отбросили Иран в каменный век, мы уходим, мы победили. А пролив, ну, как бы сами открывайте, как-нибудь с Ираном договаривайтесь, тем более, как мы видим, Иран позиционирует себя как страна договороспособная, способная к компромиссам и договорам. Ну, Алексей, так что, тогда получается... Трамп ищет выход. Тогда получается 90 миллионов, или сколько там, 80 миллионов иранцев становятся вот этими маджахедами. Ну, то есть, как бы, получается каменный век, но выхлоп от... То есть, просчитана ли стратегия обрушения Ирана в каменный век? То, У Трампа просчитана стратегия, Александр. Конечно. Типа никакая стратегия у Трампа не просчитана. Трамп первый в мире вайп-президент. Он действует, знаете, вот по как бы, вообще, давайте объясню тем, кто не знает. Слово вайп, оно пришло к нам из английского. Вайп от слова vibration, вибрация. То есть как бы... Ну, президент-вибратор. Первый в мире президент-вибратор. И как бы вот он типа ловит эту волну, ловит этот кайф и, соответственно, действует вот так вот. Потому что, понимаете, ну вот спрашивали же у американцев, а вы не понимали, что они могут перекрыть Ормузский пролив? Типа, ну, мы не думали, что это важно. То есть они думали, что они нанесут молниеносный удар по Ирану, он обрушится, протестующие возьмут власть, и Ормузский пролив будет открыт. А плана «Б» у них не было. То есть никто не подумал. Нет. Просчет и стратегия – это не про администрацию Дональда Трампа. И поэтому он сейчас действует. Вот обратите внимание, то он делает воинственные заявления, то он делает миролюбивые заявления. Какой вайп он сегодня поймал, какую вот эту вибрацию он сегодня, значит, вот завибрировал ей в такт, так он и поступает. Хотя была интересная инфографика от Wall Street Journal, кажется, где демонстрировалось, что позитивные миролюбивые сигналы он подает в будние дни, когда торгуется нефть и цена падает. А воинственные сигналы он подает в выходные дни, когда торговли нет и можно позволить себе без влияния на цены на нефть погрозить аятоллам. Потрясающий президент. Ну хорошо. Мы видим примерно один и тот же на самом деле. Сейчас вырисовывается центр переговоров в этих двух войнах. Я имею в виду, понятно, Уиткофа, да, который Axios расписали о том, что предлагается 45 дней перемирия. Иран вроде отвечает, мы не согласны открывать пролив ради перемирия, мы хотим полностью завершить все. Ну, то есть ничего не напоминает, да, то есть мы не хотим перемирия, мы хотим, чтобы все как бы уже такой прочный мир установили. С другой стороны, Уитков, да, а с другой стороны, это вот это Турция с партнерами совершенно разными, как я понимаю, в разных обстоятельствах. Ну вот, например, через Турцию, Пакистан продвигается вот эта вот история диалога с Ираном, потому что я не просто так сказал, что американцы не знают, с кем говорить, но, видимо, турки знают и пакистанцы. То есть они примерно на связи, они понимают, кто там сейчас рулит процессом, в Сирии и так далее. Но и Зеленский побывал в Турции, его потом свозили еще на экскурсию в Сирию к Джулани товарищу, они там что-то подписали, говорят, будем сотрудничать военным образом и другим, и по продовольствию, и все хорошо. А потом на следующую ночь атаковали Новороссийск с нефтеналивными мощностями. Ну, то есть это понятно. Но вот центр примерно здесь, да, вот в районе Черного моря, там как бы на юг, туда, Стамбул, Анкара. Как вы думаете, вот мы будем свидетелями Стамбула-3 по Украине? У нас Стамбул-3 намечается, раз так вот встретились хорошо с Эрдоганом? Или это вообще о другом встреча была? Ну, вы знаете, я, конечно, полагаю, что российско-украинский конфликт завершится в том или ином виде договорным решением. Я думаю, что Россия в любом случае получит контроль над теми территориями Донбасса, на которые претендует теоретически. Мне кажется, что российское руководство вполне ясно демонстрирует, что оно не поступится никакими, ну, не поскупится ни на какую цену, чтобы добиться желаемого. Понятное дело, что Украина продолжает вести боевые действия также, да, то есть сохраняется возможность, управляемость армии, боеспособность армии пока сохранена. И я думаю, что всякого рода обсуждения, если они ведутся по существу, могут вестись только вокруг этого вопроса.
Хотя вот недавно были как раз заявления из Москвы о том, что важен статус русского языка и РПЦ-МП, но тем не менее территориальный вопрос представляется важным, поскольку он не только стратегический, он еще и репутационный. Поэтому Эрдоган ли, арабские шейхи, кто угодно, если стороны смогут убедить Владимира Зеленского пойти на эту меру, на эту уступку с его стороны, тогда я думаю, что мы можем говорить о завершении конфликта. И назвать это Стамбул-3, Стамбул-4, Минск-8 на самом деле не так важно. Я полагаю, что пока из-за войны на Ближнем Востоке ситуация несколько подзаморозилась, и хотя вот я обратил внимание на заявление Зеленского, около недели, кажется, назад оно было сделано, что якобы американцы согласовали какие-то дополнительные гарантии безопасности или какое-то усиление гарантий безопасности. В общем, в этом все ключе идет. К тому же, как мы понимаем, судя по заявлению Марко Рубио и Зеленского, помните, у них была перепалка, когда Зеленский сказал, что американцы требуют от нас отдать Донбасс, а Марко Рубио сказал, что нет, мы этого не требуем. На самом деле они говорят примерно об одном и том же. США требует от Украины договориться с Россией 1 на 1. Договориться с Россией – это значит отдать Донбасс. Поэтому я думаю, что если не будет подвижек по этому вопросу, то боевые действия продолжатся, и в итоге Россия рано или поздно возьмет свое. Вопрос цены здесь на самом деле не стоит, потому что это считается ключевой целью. Интересно, еще одна точка сборки, где все сходится, это Европа. Я имею в виду политические линии и, собственно, линии политических интересов. Вот сейчас есть много материалов, заявлений, как говорится, по вашей кафедре, что демократы прям, опять... Я не знаю, насколько это верифицировано, потому что, по идее, там 60 дней может Дональд Трамп использовать войска за пределами, потом нужен Конгресс и решение Конгресса, которое поддержит Дональда Трампа, президента. Но я так просто смотрю, как начинает войны Дональд Трамп. Мне кажется, это как бы уже, наверное, перешагнули через этот пункт, это решение. В общем, демократы лютуют и говорят, что бить по электростанциям в Иране это типа военное преступление. Все. Атака на Трампа. Трамп военный преступник, представляете? Выходит Политико... Банду Трампа под суд буквально. Да, выходит Политико и говорит, что Евросоюз будет считать незаконными удары США по электростанциям в Иране. Любое нанесение ударов по гражданской инфраструктуре, энергетическим объектам незаконное, неприемлемое. Это Кошта заявил, что после 5 недель войны на Ближнем Востоке очевидно, что только дипломатия сможет устранить коренные причины. И тот же Евросоюз, по материалам Wall Street Journal, сегодня нам если так очень сухо и коротко, украинцы, повоюйте. Воюйте, украинцы, вам еще надо повоевать. Получается, что очень классно отпочковались и, эти акторы, то есть, кто за кого, кто на чьей стороне сейчас выступает. И получается, Трампа обвиняют демократы и европейцы, что он военный преступник. Эти же силы говорят Украина, не-не-не, воюй дальше. У нас там вообще уже говорят во власти, так это они специально тянут для себя время. Получается, что в этой конфигурации геополитической нужно хотя бы, чтобы что-то одно закончилось. Что это будет, Иран или Украина? Я думаю, что конфликт на Ближнем Востоке завершится раньше, чем конфликт российско-украинский, поскольку на самом деле Иран тоже не может сопротивляться бесконечно. Понятное дело, что Иран несет довольно большие потери, и то, что он сохраняет управляемость и возможность вести боевые действия, это ему что называется, снимаем шляпу, в этом плане, снимаем челму, что в этом плане все хорошо у них. Но, тем не менее, бесконечно это продолжаться не может. Кроме того, бесконечно продолжать войну не может и Дональд Трамп. На него давит ситуация в глобальной экономике, которую он никак не может решить. Мы видим, что он мечется на самом деле от радикальных заявлений к заявлениям мирным, но это не помогает ему реализовать его цель – открытие Ормузского пролива. Мы видим, как этот американский колосс хлещет эту Исламскую республику и не может своего добиться, и испытывает по этому поводу довольно глубокую фрустрацию. Если вы посмотрите на Трампа, видно, что ему
надоело это все, ему неприятно. Физически больно уже такое ощущение. Ну просто да, уж сколько можно, что эти мужики с бородами там бегают, и ничего с ними сделать нельзя. Почему мы, великие американцы, не можем прогнуть этих, значит, дедушек исламских? Вот, и ему неприятно, и я думаю, что рано или поздно мы придем к тому, что он объявит о своей победе и попытается свернуть эту историю наименее позорным для него образом. Но в любом случае, понимаете, Иран в этом плане уже в значительной степени одержал победу репутационную, потому что он, во-первых, дал бой американцам, Тегеран за 3 дня не был взят, он взял американцев за горло, перекрыв Ормузский пролив, и это вот известная же штука, смотрите, до начала войны Иран контролировал 4% мировой торговли нефти. После начала войны он стал контролировать 20% мировой торговли нефти, потому что перекрыл Ормузский пролив. Если Иран договорится с хуситами, они там чуть ниже в регионе, и будет контролировать Красное море, перекроет Баб-эль-Мандебский пролив еще, ну и Красное море само, то он будет контролировать 32% мировой торговли нефтью. То есть, условно говоря, значит, за годы мирного сосуществования с американцами Иран не получил снятия ни одной санкции. За месяц войны с Ираном Иран получил снятие санкций против своей собственной нефти от американцев. Так что все помнят горящие небоскребы Абу-Даби, горящий там Дубай. И тут есть опасность. Смотрите, Трамп хочет закончить войну. И он хочет закончить ее на высокой ноте. Но если Иран ответит, и ответит он по опреснительным заводам, это будет катастрофа. Это будет катастрофа всего региона. Потому что, например, столица Саудовской Аравии обеспечивается одним опреснительным заводом. Одним, который не защищен, потому что он не строился для защиты от ракетных атак. Он занимает довольно большую площадь там и так далее. 80%, по-моему, всей воды в Катаре технической, это вода из опреснительных заводов. В Израиле 60% воды не питьевой тоже опреснена, даже в Израиле, который, очевидно, технически значительно продвинут. Поэтому мы сейчас как бы или увидим быстрый выход, или увидим быструю катастрофу. Потому что если ударят по иранским опреснителям, Иран ударит по арабским опреснителям. Так что мы реально на развилке сейчас. И война закончится поэтому в любом случае быстрее. Потому что или Трамп уйдет, или эта катастрофа заставит всех, грубо говоря, прекратить боевые действия все-таки. Ну, слушайте, тут же тоже классная параллель с событиями по Украине в плане контролируемости всего происходящего. И, да, вот по чуть-чуть расширять вот этот, приоткрывать это окошко Авертона, потому что все же тоже ждали какой-то жуткой трагедии, на которой вот все, раз там что случилось, и закончилась война в Украине, но этого не происходит. Алексей, очень важный вопрос, дипломатический вопрос. Есть очень классная похожая штука, что вот сейчас непонятно, кто управляет Ираном. Вроде как, кто управляет Украиной, понятно. Ну вот, понятно. Но есть вопросы к легитимности. Там к легитимности вопросов нет, потому что это как бы аятолла, и там дальше они там сами по себе. Управляемость сохранена и так далее. С точки зрения... То есть я хочу просто посмотреть от обратного. Ведь все уже как бы зубы все съели, обжевывая этот вопрос, почему, например, в Иране уничтожается военно-политическое руководство, а в Украине, видите, не уничтожается. И там же много эмоций было, да, и когда там Картополов выходил, и когда Матвиенко выходила, и все тут объясняли, что мы не такие, мы не уничтожаем военно-политическое руководство. Хотя, с другой стороны, если посмотреть со стороны Украины, Украина уничтожает. Сколько генералов было подорвано, то есть и конкретно берут на себя эти, ну, такие около или полувоенные, скажем так, больше с методами террористическими операции, но тем не менее говорят о том, что они имеют право. И возникает очень много вопросов. Да? Вот как бы война в Иране очень многое показала. Как вы думаете, как изменится война в случае, в двух вариантах, переходу к затяжному конфликту на Ближнем Востоке, ну такую несколько месяцев прям, там полгода, год, или в случае того, что если, допустим, до 30 апреля все разрулят и каким-то образом Трамп выскочит, тогда он оставит один Израиль там, собственно, барахтаться, да, собственно, и все. Вы знаете, действительно,
Вы справедливо отметили, те методы, которые применяются для убийства российских высокопоставленных военных, это методы, очевидно, террористические, потому что убийство происходит общеопасным способом, как правило. Взрывы машин, каких-то самокатов там и так далее. Это, в общем-то, на самом деле общеопасная атака в гражданских объектов. Это террористическая атака. Что касается Ближнего Востока. Смотрите, я думаю, что у Трампа на самом деле заканчиваются в каком-то смысле опции. Вот вы говорите, если все это затянется, в каком виде это можно представить себе затянутость? Да? Можно представить себе какую-то наземную операцию. Но сейчас туда, в регион, переброшено где-то 10 тысяч американских солдат. Во время Первой войны в заливе солдат было 700 тысяч. Во время Второй войны в заливе границу пересекали, по-моему, 200 тысяч человек, и 150 тысяч из них были американцы. И это были бронетанковые части, были моторизованные части, сейчас это легко вооруженные группы, как правило, силы специальных операций. Вот, поэтому я думаю, что Трамп попытается нанести какой-то мощный прощальный удар. Это или будет вот эта бомбардировка всего, или это будет попытка буквально вывоза обогащенного урана с объектов Исфаханя или где-нибудь еще. Это тяжелая рискованная операция. Американская пресса писала, что был представлен Трампу план, но согласовал он его нет. Это в любом случае, это несколько дней надо удерживать объект, строить там взлетно-посадочную полосу. И, в общем, сложности. Если это все затянется, слушайте, мне сложно представить, как это может затянуться еще на несколько месяцев, потому что, что будет? Будет вот эта вялотекущая, значит, тяни-толкайщина. Американцы и израильтяне будут бомбить Иран. Иран в ответ будет вести неконвенциональные действия, он будет пытаться перекрывать Баб-эль-Мандебский пролив, он будет договариваться с хуситами. Я думаю, что вполне возможны какие-то специальные, такие акции диверсионные в столицах европейских государств, которые поддерживают, американцев. Но вполне вероятно, что будет и какое-то, когда иранское руководство поймет, что оно оказалось, если оно окажется, перед страхом ликвидации, то мы увидим утягивание в пучину за собой всего региона. Атаки по арабским опреснительным заводам, атаки по инфраструктуре энергетической арабских государств, атаки по нефтегазовым объектам арабских государств. Это, то есть для этого региона, вот особенно опреснительные заводы, это, кошмар. То есть это там невозможно жить в таком количестве, имея такие крупные города. То есть почему раньше там не было крупных городов, да? Потому что когда вы собираете огромный город, вам нужно обеспечить его буквально водой и едой. Еда завозится, в Дубае кто был, знает, что в магазинах все, по сути, привозное. Воду вам нужно опреснять с помощью заводов, иначе эти большие города не выживут. Поэтому я думаю, что или американцы уйдут, или рано или поздно мы увидим сползание к этому часу ноль, к этому часу ликвидации всего Ближнего Востока, каким мы его знаем, с ордами беженцев, потому что люди будут нечего пить. В общем, это будет катастрофа. Так что я не думаю, что это затянется надолго. Мне кажется, месяц-другой. Я думал, что к началу апреля они закончат, но Трамп, честно говоря, никак не хочет признавать, что он все-таки проиграл эту войну. Он не добился ни одной из своих целей и сейчас не знает, что делать. Алексей, прощальным ударом может быть ядерка? От Израиля, например. Я не думаю, смотрите, прощальный удар должен иметь какой-то смысл. Израиль до сих пор, свой ядерный статус стыдливо не демонстрирует всему миру, скрывает, не является членом договора о нераспространении ядерного оружия. И, зачем? Вы ударите по Исфахану, и чего? Вы можете просто бомб туда наронять еще, и в целом эффект будет тот же. Применение ядерного оружия влечет огромные негативные репутационные последствия, не позволяет вам достичь своих целей, и в целом, смысла нет, а затраты материальные, репутационные довольно большие. Можно, что называется, обычными бомбами добиться того, чего вы хотите. А просто от злости бросьте ядерку, это совсем уже какая-то стыдоба. Нет, имеется в виду, что жахнули, все, давайте останавливаться. И иранская сторона воспримет это как повод. Смотрите, они уже ядеркой бросаются, а мы не можем ее разработать. Я считаю, что это маловероятный сценарий, потому что ядерное оружие все-таки... я бы, исключил его, поэтому пока секту свидетелей атомного оружия не открываем. Я бы не советовал.
Ну и, конечно, многие здесь проводят такие параллели, так очень умилительно это смотрится, потому что, смотрите, Луна, Вьетнам, Луна, Иран. То есть, да, вот эта история с... Ну, конечно, много там скандалов, и фотографии, говорят, не такие НАСА опубликовала, там потом потерла те, которые фотографии опубликовали. И вообще говорят, что к нас водят за нос, это какая-то липовая миссия, ну, вроде как летят Ну, Земля куда-то. плоская, что там, как бы, куда летать-то, понятное дело, все придумал Черчилль в 18 году, это мы все знаем. Вот, получается, что, ну, понятно, что это все для 250-летия Америки, да, и все может закончиться. Как вам думается, почему, ну, вот, по крайней мере, сейчас мы зашли в эту страстную седмицу, страстную неделю, сейчас будет чертей колбасить очень и очень сильно, это по всему миру, это, типа, мы видим уже и сейчас, дальше будем наблюдать крупно, но... Пока что нет предпосылок, что будет вот это пасхальное перемирие. Его неделю назад активно пытался продвигать Зеленский. Говорит, вот мы им предлагаем пасхальное перемирие, а они нам кучу дронов запустили. Вот мы нам предлагаем пасхальное перемирие, ну и Украина тоже кучу дронов запустила. До Пасхи, как вам видится, есть вариант такого перемирия, которое может продлиться, которое может там к чему-то прийти, или это опять риторический прием, просто год назад, ровно год назад Зеленский говорил, что нет, это Россия, она там передислоцируется, мы не можем позволить. Сейчас говорит ровно наоборот, только потому, что год назад Путин его переиграл и буквально там вечером дал распоряжение, что с 0 часов ничего не будет, никто не стреляет, и все партнеры возрадовались, надавили на Зеленского, а тут, скрипя своими, скажем так, зубами потужности, все-таки согласился. А сейчас он решил как бы алаверды сделать. Да, вы знаете, один момент я уж думал, что упомянул, но нет, мы забываем, что у Ирана есть возможность атаковать ядерный объект в Димоне, израильский, и, соответственно, тоже обеспечить Израилю небольшую ядерную катастрофу на его территории, поэтому территория Израиля, как мы знаем, несравнимо меньше территории Ирана. Что касается перемирия, я, честно говоря, не думаю, мне кажется, это такая, знаете, репутационная история, давайте мы покажем, что мы главный христианский центр и предлагаем перемирие на Пасху. Для чего? Зачем? Какой смысл в этом перемирии? Я не думаю, что оно будет. Как понимаете, для того, чтобы... Вот я понимаю ваш вопрос. Часто бывает, что перемирие, оно заключается, оно продлевается, оно продолжается и рано или поздно приводит к режиму прекращения огня полноценному. Но между сторонами есть пока непреодолимые противоречия. Когда продолжаются боевые действия? Пока обе стороны считают, что продолжение этих боевых действий может улучшить их собственную ситуацию. Россия, ну, мы видим, да, что там даже приводились какие-то карты, и эти карты показывают, что все равно Россия по итогу прошедшего времени берет под свой контроль дополнительные территории. Украина полагает, что сейчас, значит, атаками по каким-то инфраструктурным объектам она может обрушить российскую экономику и, соответственно, лишить Россию возможности продолжать боевые действия. Однако вот обе стороны уверены, что продолжение пока как бы лучше для них, чем прекращение. И поэтому нет, перемирие сейчас может быть только краткосрочным, может быть только репутационным. Помните же, были перемирия, там, рождественское, вот, но вряд ли они, то есть это не то перемирие, которое может привести к прекращению огня, потому что между сторонами сохраняются непреодолимые противоречия, и обе стороны полагают, что продолжение пока будет для них и потенциально сулит им большие выгоды, чем прекращение огня. К тому же Россия всегда говорила, что ей не нужно просто прекращение огня. Подождите, о каких выходах вы говорите, если, например, сейчас вот Гордон сходил к руководителю Firepoint, который говорит, вот мы буквально пару месяцев и будем достигать своей баллистикой до Москвы. Ну, то есть усиливаем удары. Вот смотрите, как Усть-Луга, гляньте. Ну, правда, уже там запустили, налили какой-то танкер и отправили из Приморска. То есть все нормально. То есть постановили, насколько это возможно, хотя удары тоже были. И удары продолжаются сейчас. Новороссийск, пожалуйста. Дальше.
все же вокруг крутится юга, то есть турецкий голубой поток, вон в Сербии какая-то ерунда, то есть происходит, нашли какого-то человека подготовленного с американской взрывчаткой, потом сказали, да нет, это не обязательно Украина, хотя все прекрасно понимают, то есть что бы ни произошло вокруг вот этих объектов, это все равно будут пальцем тыкать на Украину, потому что вскрылась, например, в Ливии какая-то сетка ГУР, которая позволили атаковать в Средиземном море, ну вот газовоз вот этот разбить, да, который шел. То есть мы понимаем, что как бы, если затягивать дальше, то, соответственно, ущерба будет больше для самой России. Почему условно вот эта стратегия, а давайте будем больший ущерб наносить России, не приводит к какой-то финализации с ее стороны, а наоборот, вот вы говорите, военными методами улучшается ситуация. Ну, смотрите, вообще эффективность атак на энергообъекты, она демонстрируется, в частности, ситуацией с Украиной. Россия довольно давно проводила атаки против тех энергетических объектов, которые использовались для военных нужд в том числе, и мы видим, что все равно электричество есть, свет есть, и есть он не только у военных объектов, но и, соответственно, в гражданской инфраструктуре, которая в условиях военного времени все равно, грубо говоря, обеспечивается по второму приоритету, да, военные объекты обеспечиваются по первому, и даже в гражданских есть, значит, у военных есть точно. Поэтому очевидно, что эти атаки, несмотря на то, что их в рамках информационной или, как говорит одна ваша гостья, когнитивной войны, значит, хайпят во все трубы, очевидно, не имеют критического значения. Кроме того, мы понимаем, что сейчас есть значительный рост цен на энергоресурсы, который позволяет, ну, даже Bloomberg писал, да, сколько там, $150 миллионов в день, да, Россия дополнительно якобы получает. Ну, это их цифры, но тем не менее понятно, что конъюнктура сейчас более благожелательная. К тому же мы видим, что сняты санкции на российскую нефть, понятно, там ограничения и так далее, но тем не менее. То есть очевидно, что Россия считает необходимым, руководство России полагает, что реализация целей, в первую очередь, как мы понимаем, из утечек и информации медиа, территориальных целей, это главный приоритет. И ради него будет, собственно, продолжены боевые действия, пока эта цель не будет получена. И как мы видим, ну, слушайте, коллапс экономики России предвещали уже когда? Уже как все началось, 24 февраля уже сказали, все должно было обрушиться. Плюс понимаем про ракеты, слышим тоже очень давно, но здесь каждый кулик свое болото хвалит, и, естественно, украинская сторона будет говорить о том, что время работает на нее, российская сторона будет утверждать, что время работает на нее, но как бы посмотрим, что называется, время все расставит по своим местам, но мне кажется, что в любом случае разница потенциалов экономических и военных говорит нам о том, что Россия своих целей добьется. Потому что такое могущество страны? Это материальные блага плюс население. Все, вы используете это, чтобы получить мощную армию. И если у вас меньше людей и меньше денег и ресурсов, то вы рано или поздно проигрываете. Ну, то есть, довольно очевидно. Очень интересно откликается и отражается, конечно, лютая история с ТЦК в Украине, в России, да, потому что запустили такую историю, что будет мобилизация в России, ну, для того, чтобы всех мобилизовать и, в общем, навалиться и победить Украину. Другие говорят, нет, это для того, чтобы Нарвская Народная Республика жила спокойно. Сейчас давайте отправляться, грубо говоря, туда, скажем так, на Балтику. Но вышел Медведев, говорит, да нет, говорит, все как бы как есть, так и есть. И, в общем, всех успокоил. Правда, ему уже ответили, сказали, это, если надо будет, кто такой Медведев, что он может вообще, вот, если надо будет, мы все готовы как один. Ну, из разряда вот этих ястребов тоже российских есть такой генерал Гурулев, отвечал Медведеву. Как вы думаете, истощение человеческого ресурса в Украине, насколько сейчас важный фактор к завершению войны? Ведь давайте честно, если у тебя заканчивается человеческий ресурс, то вроде как ты же должен инициировать уступки или какие-то контакты, или, в общем, активно продвигать переговоры и завершение.
Но получается как бы наоборот. Да, то есть Россия видит вот это все, что происходит в ТЦК, и говорит, да нет, мы будем, в общем-то, как бы стараться, да, вот смотрите условия. Какие-то новые условия нам будут представлены. Мгм. Вроде как 2 месяца ультиматум. Правда, неправда, Песков опровергает, но мы знаем, как Песков может опровергнуть, так что это, в принципе, и подтверждается. Я просто к чему? К тому, что сколько до новой реальности в этой войне, на этом промежутке, на этом диапазоне войны вот этой весной. Вы знаете, я думаю, что новая реальность, она наступит довольно внезапно. Потому что ну, это будет буквально переход количества в качество через скачок. Многим, я думаю, из наших зрителей знакома эта формулировка. Я полагаю, что истощение человеческого ресурса, оно, безусловно, присутствует. Мы видим, как растет это недовольство. Но пока сохраняется управляемость государства, пока сохраняется работоспособность ее институтов, пока, грубо говоря, это я часто привожу этот пример, пока на перекрестке стоит полицейский с палочкой, люди видят, что система работает, и они не будут готовы, не знаю, выходить на улицы, они не будут готовы требовать каких-то изменений и перемен. Они послушно будут идти в ТЦКшные автобусы. Ну, то есть, что называется, послушно. Кого-то, естественно, многих там силой затаскивают, но, грубо говоря, все остальные безмолвствуют. Сегодня меня как бы эта чаша миновала, и слава богу. Что соседа забрали? Ну, а я не сосед. Мне как бы здесь, мне мое дело десятое. Поэтому я полагаю, что просто однажды случится перелом, который будет выражаться в том, что не хватит сил заткнуть ту или иную дыру на фронте, не хватит денег заплатить военнослужащим, закончится где-то боекомплект. То есть это будет как вода, которая прорывает плотину. Это будет вот очень быстро и совершенно внезапно, потому что плотина держится, а потом она не держится. Все, как бы это происходит моментально. Поэтому я думаю, что усталость общества, недостаток личного состава, недостаток готовности людей идти и воевать за господина Зеленского, да, и его приближенных, она рано или поздно наступит. Но здесь важно понимать, вот вы говорите, что ну, как бы страна, которая проигрывает, неужели ей не нужно? Казалось бы, да, ей нужно, но давайте подумаем, что лично господин Зеленский получит от того, что если сейчас пойдет на какие-то уступки. Он в любом случае будет от власти отрешен, он в любом случае будет предан забвению и подвергнут как бы позору, потому что за что воевали все это время? Можно было согласиться на Стамбул и сохранить большое количество физически украинцев, украинок в рамках, да, в границах Украины. А здесь как будто бы, ну то есть у Зеленского и у его приближенных сейчас нет резона заканчивать этот конфликт. У Украины есть, но Украиной управляет Зеленский, и в этом плане выхода у нее, в общем-то, не остается. Ну и плюс, конечно, эта тема ТЦК бумерангом вернется. Сегодня «Украинская правда» опубликовала там список, о котором все знают и так. Ну, она прям на разных случаях показала, сколько стоит так дать, чтобы тебя отпустили разово, сколько там в месяц, сколько стоит, чтобы тебя прям под мигалки увезли за границу эти же ТЦКшники. Суммы катастрофические, это все как бы превращается в такой теневой, скажем так, элемент. Это вспомнит. Это не то, что вспомнят, это не забудут. Это такое, это рубец исторический. Это прям поколениями будут вспоминать украинцы, когда эта война перемелется и как бы пойдет дальше. Но что касается Европы, которая говорит, повоюйте еще немного, вовсю сейчас говорится о том, что что-то может произойти, какие-то столкновения между Европой и Российской Федерацией. А Европа и европейское НАТО, оно вроде как без США. Ну как, вроде как. Имеется в виду, что США очень обиделись на НАТО, да, что они не помогают в Иране, поэтому... Ну тут тоже очень парадокс. Я как бы обижаюсь, что ты мне не помогаешь, но я же уже всех победил, все разбомбил, всего добился. НАТО вообще не в курсе было, что будет США делать эту операцию, проводить. А потом еще осталось виноватым. То есть это вот с этой позиции. С позиции России тоже какая-то интересная диспозиция, что
все требуют, отвечайте на услугу, давайте там жахнем. Он, Малафеев, написал статью, я не знаю, видели вы или нет, говорит, надо, в общем, жахнуть ядеркой, и тогда там 20-25 килотонн сбросить, украинцы все перепугаются, война закончится через месяц. Ну, типа эффект Хиросимы и Нагасаки. Или там, давайте уже что-то предпринимать, давайте воевать по-взрослому. Другие говорят, да нет, давайте потерпим, сейчас НАТО развалится само, и тогда уже по обломкам НАТО, сапогом русского солдата пройдем и дойдем и так далее. Что вы думаете вокруг вот этих перспектив? Кто прав, кто, собственно, а кто просто хуцпу гонит? Я думаю, что украинская сторона хотела бы, чтобы Россия в том или ином виде была втянута в вооруженное противостояние с Европейским Союзом. Это отвечает всем украинским интересам. Во-первых, это оттягивает какую-то часть, очевидно, войск с украинского направления на направление в сторону ЕС. Во-вторых, это активирует, соответственно, формально возможность обратиться за защитой к Соединенным Штатам. Это важно, потому что сейчас такой ситуации нет. Плюс это оправдание всех тех пропагандистских нарративов, которые украинская сторона продвигала на протяжении нескольких лет, что Украина воюет якобы за европейский мир, который заключается, видимо, в дискриминации собственно русскоязычного населения, ну да ладно, что Украина воюет за Запад против вот этих орд с Востока. Поэтому для господина Зеленского крайне приятно было бы, если бы Россия ввязалась в войну с Европейским Союзом. Я не думаю, что это будет. Мне видится, что в этой войне нет никакого, на самом деле, стратегического и политического смысла. И я, знаете, это вот вечно в пропаганде украинской и западной соседствуют два тезиса. О том, что Россия вот-вот потерпит поражение и развалится, и о том, что она вот-вот нападет на НАТО и дойдет до Лиссабона. Это безумная, очевидная ситуация. Давайте здесь отделять зерна от плевел. И нет никакого сейчас смысла ни стратегического, ни политического России нападать на Европейский Союз. Что касается заявлений разных наблюдателей и экспертов, которые говорят о необходимости активизировать наступательную, так сказать, инициативу, это люди, как правило, не очень приближены к кругам, которые принимают военно-политические решения. Поэтому я бы, на самом деле, здесь в этом плане был спокоен. Так что Украина пытается Россию втянуть в эту войну против ЕС, Россия втягиваться, очевидно, в нее не хочет. НАТО развалится? Так оно, в общем-то, подразвалилось-то уже. Что сейчас есть НАТО, да? То есть НАТО сейчас подразвалится в том плане, что, я сейчас с трудом себя представляю, да, вот предположим, значит, идут бои на окраинах Таллина, и здесь прибывают американские солдаты защищать Таллин, да, условный Таллин, да, я не призываю никаким действиям, я человек вообще, я как бы за дипломатию всегда. Так вот, что они приедут защищать, значит, границы НАТО. Доверия между столицами НАТО нет. Координация между ними тоже сейчас. Вот Трамп требует от них чего-то, они от него отваливаются, пытаются как-то отойти. Но я думаю, что при изменении политического курса Вашингтона, при смене президента на президента-демократа, мы можем увидеть как раз воскрешение НАТО. Пока НАТО де-факто не существует. Но эта ситуация временная, и НАТО может воскреснуть, когда к власти придет другой американский президент. Понимаете, в чем дело? Тут начинается вообще какая-то странная история. Такое ощущение складывается, что война идет какая-то вот она вроде как народная с точки зрения пропаганды, да, вот народная война, и в России, и в Украине к этому взывают, что, мол, давайте победим, давайте всех. А так вот, если разобраться, то абсолютно не народная. То есть война идет в защиту тех, кто сидит в своих креслах где-нибудь там во власти, да, и вот продолжает руководить. Потому что, по большому счету, законы принимаются, например, идиотские, а так просто кто-то другой хочет прийти и принимать такие же идиотские законы. Например, понимаете? А человек на фронте, он говорит, я вас защищаю, тех, кто в тылу. Вы там ухилянты, вы не такие. А от кого ты защищаешь? От таких же, получается, которые... То есть, понимаете, здесь меняется с моментом, когда Трамп с Израилем выкосил элиту Ирана,
например, да, Мгм. вообще немножко переосмысление произошло, что между Россией и Украиной происходит. А, Как вам кажется, если условно, вот все говорят, вот все считают, что война это как бы спусковой крючок, чтобы в России была революция, чтобы Россия там поменяла Путина, режим и так далее, через санкции, через саму войну, в общем, истощилась, показатели, и поэтому как бы Украину, да что там Украину, Украину не жалко. Но может же произойти абсолютно другой скачок, что, мол, сколько можно как бы вот это продолжать. Понимаете, и вот это вот классическое, да, в классике описанное штык в землю, да пошли вы. Ну, то есть мы же сталкивались примерно 100 лет назад с нечто подобным, ну, правда, приправленным другой идеологией, что в конечном счете и победило. Ну, знаете, мы с вами возвращаемся к той теме, которую мы с вами обсуждали. Во времена Российской империи, когда штыки в землю произошел распад государственного аппарата. Государственный аппарат, к сожалению, оказался неспособным обеспечить базовое функционирование общества в то время. Был паралич власти, император уехал в Ставку, начались выступления какие-то в Петрограде, которые не смогли подавить, да, и то есть власть оказалась в ситуации отсутствия, ее не было, то есть страна перестала работать. В этом плане мы видим, что, знаете, вот автобус ТЦКшников – это символ присутствия власти. Есть сила. И каждого, кто будет ей, значит, воспрепятствовать, того или в автобус, или под автобус, да, как бы. И в этом плане люди, когда видят, что функционирует государственный аппарат, есть пример из истории, тоже избитый, что там в нацистской Германии еще в начале мая матери могли получить молоко в, значит, молочных кухнях, да, где-то. Ну, то есть работает государственный аппарат. Это не всегда выглядит прямым насилием, это выглядит, в дворник вышел на улицу, значит, сегодня, вот автобус ходит, значит, все работает, значит, все нормально. А если автобус не ходит и дворник не вышел, вот это показатель, что чего-то не то, походу, началось. Поэтому я думаю, что сейчас власть на Украине в значительной степени сконцентрирована в руках правящей верхушки, она удерживает ее довольно прочно, довольно крепко, она поддерживается вот этим вот внешним управлением, внешним, прости господи, общаком, как тоже говорит ваша уважаемая гостья, и поэтому здесь нет предпосылок для того, чтобы украинская армия неожиданно прекратила сопротивление. Поэтому я думаю, что будет вот такая вялотекущая история продолжаться какое-то время, не очень короткое. Ну и давайте еще один вопрос от меня, и потом перейдем к нашим зрителям. Я, если честно, немножко был обескуражен от этой новости сегодняшней от Bloomberg. Я понимаю, что из себя представляет, например, украинская во время войны, да и к российским, я знаю тоже, есть такое скептическое отношение экспертным оценкам, социологическим оценкам. Значит, тут нам как бы явили соцопрос, в котором испанцы считают Трампа опаснее, чем Путина. Трамп рассматривается как самая большая угроза, 63%. Значит, Путин 52%. Очень высокая угроза. Ну, а там Нетаньяху 46%. Это вот на фоне как бы его тоже воинственности. Ну, понятно, что испанцы как бы они далеко, они там у себя по-своему. Да-да-да, это важно. Это да, но послушайте, все уже как бы зловещего, великого и ужасного реноме или там статус, который с 22 года, как же Путина там никто не называл, да? Какие там с ним вот эти кукольные шествия, там разные парады не проводили в странах свободной, в кавычках, Европы. Все, теперь у нас новый антигерой мировой политики. Надолго Ну, ли? конечно, понимаете, потому что для жителей Европейского Союза Трамп вообще фигура гораздо более важная, чем Путин или там любой другой российский президент, потому что
наконец-то люди начинают видеть, да, что Путин не хочет напасть на Европейский Союз, не хочет присоединить к себе там Испанию, Португалию, что там еще какие-то, значит, Великобританию, и даже страны Балтии не хочет присоединить. Зачем? Это безумие какое-то. Я вот когда слышу, мне просто хочется спросить, как бы зачем? Вот эти люди, которые не любят нас, которые не любят, не хотят жить, они будут только создавать проблемы. Но нет, Путин, значит, хочет, вот он, нужна ему Латгалия. Ну что, как бы, что за безумие? Вот, и поэтому очевидно, что как бы Россия хочет, чтобы уважали ее интересы безопасности и оставили ее в покое. Трамп хочет гораздо большего. Трамп хочет, чтобы ему подчинялись, его слушали и ходили под его значит, дуду. И Гренландию ему отдали, и тарифы платили, и не вякали еще. При желании ему подарили еще настольные часы Rolex, как швейцарцы. Так что понятно, что сейчас становится очевидным, кто на самом деле несет угрозу Европейскому Союзу, а чья угроза постоянно преувеличивается, потому что все эти замечательные руководители Европейского Союза, ну вот госпожа Каллас, она из Эстонии, что тоже важно. Есть же еще этот экономический руководитель Европейского Союза, как его зовут-то, господи, Домбровский, что ли, не помню, он тоже представитель замечательной балтийской страны. В общем, получается, что Европейский Союз, на самом деле, это великая история, мне кажется, кино можно снимать. Как изначально, что это было? Это были вот великие гранды Европы, Германия, Франция, Великобритания потом была. Короче, потом они присоединили к себе страны Балтии, Польшу, и, по сути, вот эти люди взяли Европейский Союз в заложники. Они теперь стали диктовать грандам Европы, кто угроза, кто, значит, там, кто проблема, а у них есть исторические счеты к России. Ну, понятно, всякое бывает, большие страны мало кто любит. И они теперь, по сути, через Европейский Союз проводят эту линию, берут его в заложники и заставляют какого-то Мерца, Шольца, одного от другого не отличить, не брать, брать свои государственные интересы, бросать их в мусорку и противостоять России. И вот Германия уже с какой год находится без экономического роста, потому что было принято гениальное решение отказаться от российских энергоресурсов, а потом еще и Северный поток подорвали, и все на это глаза закрыли стыдливо, как будто ничего и не было. Сейчас турецкий подорвут, голубой подорвут. Ну да, вот вы говорили про сербов, и как бы недорого возьмут. Это, конечно, безумие. Вот вечно атакует этот Каспийский консорциум, да, нефть, которая там, Шеврон и Эксон, по-моему, входит в этот Каспийский трубопроводный консорциум, КТК, да. Он называется «Казахстанская нефть», Шеврон и Эксон в этих самых акционерах, да, всем плевать уже, короче, делают, что хотят, потому что никто ничего не может сделать с вот этим безумием руководства Владимира Зеленского. Да, друзья, подведем итоги нашего сегодняшнего вопроса и перейдем к вашим вопросам. Значит, в какой войне проще договориться? 10% Украина, 15% в обеих проще простого, 20% по Ирану договориться проще, 55% в обеих договориться практически невозможно, потому что требования, да, сторон прямо противоречат друг другу. Ну, такой печальный итог. Как это? А как, если не договориться? Как заканчивать? Ну, повоевать, а потом договориться. Любая война заканчивается договором, да, то есть нам необходимо помнить, что ситуация безоговорочной капитуляции нацистской Германии – это исключение из истории войн. Обычно войны заканчиваются договорами. Повоевали, поговорили, нормально. В целом в истории всегда это было нормально. Война не была страшным исключением из правил и нормальный способ ведения политики. Уважаемые друзья, спасибо большое за то, что присоединяйтесь, оставляйте свои вопросы. Сейчас будет режим Блиц, перед которым я всех приглашу на канал Алексея Наумова «Внешпол». Переходите, ссылка, как обычно, в описании. Это очень здорово, что вы следите и за Алексеем, и ждете наши эфиры. Это прям прекрасно. Спасибо, да. И можно подписаться на меня даже не только в мессенджере Telegram, как вы знаете. Да, значит... но и в мессенджере Max. Ну, да. То есть, как бы, вы видите, буквально вот вчера там люди, где Наумов, где... Вот, все, не нервничайте. Спасибо. Все на месте. Всем привет. Еще спрашивают, кто Наумову фингал повесил, а я просто сплю плохо, поэтому у меня как бы... Я последний раз в школе дрался, наверное. Ну, как бы вне спортивных каких-то мероприятий. Да, друзья, поехали к вашим вопросам. Начнем с клуба зрителей Шелеста, потом сообщество YouTube и чат обязательно подключим. Значит, вот такой вопрос, вот такие вопросы для вас, Алексей. Анна. Алексей, здравствуйте.
По моему мнению, нынешняя администрация США, последняя произраильская администрация вообще согласны. Что будет с проектом государства Израиль? И второй вопрос, у кого в США сейчас ядерная кнопка? Трамп не выглядит вполне адекватным, а ядерное оружие как бы не шутка. Хороший вопрос, реально крутая мысль. Действительно, мы видим, я об этом говорил, что уровень отношения к Израилю, чем младший американец, моложе, тем хуже он относится к Израилю. И поэтому нынешняя администрация может быть не последней, может быть администрация Венса, которая все-таки будет вот этот оммаж Израилю выказывать. Вот. Но да, я думаю, что у Израиля будут проблемы. И Израиль именно поэтому хочет сейчас зафиксировать ситуацию на долгие годы вперед, чтобы иметь возможность самостоятельно в регионе властвовать без американской помощи. То есть задача Израиля состоит в том, чтобы все государства вокруг, в регионе, или представляли из себя failed state, то есть государство, ну, разваленное, как бы несуществующее, да, это союз племен каких-нибудь. Мы видим, что в Сирии они это сделали, разбомбили все объекты ПВО, захватили Голаны частично, вот. Или были союзниками США, и, соответственно, не могли себе позволить вести антиизраильскую политику. Бахрейн какой-нибудь. Вот. Поэтому они хотят сейчас, у них как бы вот их грааль священный – это смена режима в Иране. Вот если они сменят режим в Иране, они смогут быть уверены, что их доминирование на Ближнем Востоке будет на какую-то перспективу обеспечено. Поэтому этого они сейчас хотят добиться. Они 30 лет хотели втянуть любого американского президента в эту войну. Наконец они нашли того, кто согласился на это. Но пока, честно говоря, перспектив реализации их целей не просматривается. Поэтому, да, Израиль пытается подстелить себе соломку на будущее. Ну и по ядерной кнопке. У Трампа, слушайте, да, Трамп вызывает вопросы о своей адекватности, но тем не менее он, очевидно, сохраняет контроль над ядерным арсеналом и над войсками, а вообще он не так безумен, как кажется. Вот те, кто с ним лично говорят в приватной обстановке, говорят, что он как бы, ну, нормальный. Он как Владимир Вольфович Жириновский, мне довелось с ним общаться как-то вне камеры, и он как бы спокойный, рассудительный, а когда включается камера, он прям активируется. Активировался. Царство небесное, конечно. Да, значит, вопрос еще вот такой из клуба. Добрый день, от Светланы. Спасибо за ваше интервью. Сейчас в интернете достаточно активно циркулирует информация о грядущем собрании Бильдербергского клуба. Часто этот клуб демонизируют, как чуть ли не главный орган мирового правительства, и кажется, что на фоне других клубов, как Люсекль, Бездербский клуб и так далее, Бильдербергский достаточно долго и уверенно сохраняет свое влияние. В этот раз заседание этого клуба планируется 9-12 апреля именно в Вашингтоне. Как вы считаете, насколько грядущая встреча участников этого клуба внесет изменения в мировую повестку, внесет ли? Очень интересно ваше мнение как американиста. Спасибо. Ой, спасибо вам большое за вопрос. Я думаю, что мой ответ покажется вам довольно скучным. Но смотрите, особенность науки состоит в том, что мы замеряем те вещи, которые мы можем пощупать, эффект которых мы видим. Вот типа Бильдербергский клуб встретился, а что произошло потом? Там, не знаю, началась война. Является ли это следствием встречи Бильдербергского клуба? Как бы грустная правда состоит в том, что мы не знаем. Очевидно, что на закрытых встречах, там же, сколько там, под 150 человек собирается, да, представителей бизнес и политической элиты, обсуждаются как бы важные вопросы, но для того это и закрытая встреча, что барометром этой встречи, ну, барометр по эффектам этой встречи мы с вами не посмотрим. Я, честно говоря, вот мое мнение, что значение этих клубов на самом деле преувеличено. Потому что коммуникация тайная идет и так между бизнес-кругами, между политиками. Вот иногда же попадают в прессу какие-то сведения там закрытых разговоров там Макрона или лидеров стран Европейского Союза. Это и так все идет. То есть именно что вот какой-то клуб и клуб правит миром, нет. Но то, что союз вот этих политиканов и капиталистов правит миром, ну, это правда. Мы с вами понимаем, что живем в мире, где деньги решают многое, где человек, обладающий
колоссальным состоянием может позволить себе колоссальные вещи, буквально, да, вот, ну, какой-нибудь условный остров Эпштейн это прекрасно продемонстрировал, что когда у вас слишком много денег, вы их просто плюете на все нормы морали, да, вот вы знаете хотя бы одного высокоморального супербогача? Я, ну, наверное, нет. И сейчас с супербогачами так себе знаком, честно говоря. Да. Может быть, это моя проблема. Вот. Но, тем не менее, да, я думаю, что значение клуба преувеличено, но то, что финансовые и политические элиты тесно спаяны, и особенно в, ну, что называется, вот в последние годы, да, потому что, во-первых, сейчас важная мысль. У людей отобрали Бога. Когда у людей отобрали Бога, у вас ничего не... Как бы, если Бога нет, то все дозволено. Как бы, вот на чем зиждилась идея аристократии всегда? На идее чести и достоинства. А честь перед кем? Перед Богом, в первую очередь, и перед своими как бы соратниками. Когда Бога изъяли из этой картины, никакой чести, никакой совести, это осталось скорее как исключение. Поэтому да, мы живем в мире, который советская пропаганда называла миром наживы и чистогана. И, честно говоря, недалеко была здесь в стороне от истинности этого диагноза. Понятно, есть и честные политики, и достойные люди, и честь, и совесть, но ее, к сожалению, не так много, как нам хотелось бы. Угу. Так что вся наша жизнь Бильдербергский клуб, короче. Это да. Что наша жизнь игра. Будут ли судить Трампа после окончания срока президентства, как вы думаете? Ой, хороший вопрос. Я думаю, что попытки будут. Если демократ придет к власти, то да, безусловно. Но я думаю, что Трамп себе, как Байден, перед уходом с поста выпишет, значит, амнистию за все грехи, как там, осознанные и неосознанные. Так что попытаются, но скорее его будут этих преследовать окружение, какого-нибудь Марка Рубио, там, Джей Ди Венса, если их всех от власти отрешат, будут их кошмарить. Так, вот такой вопрос. Наконец-то канал Алексея — это хорошо. Дискуссия с Шелестом всегда отлично. Вопрос Алексею. Оценивают ли риски американцы адекватно по наземной операции? Или снова ИИ нарисует победу, а о последствиях, как обычно, никто не подумает, заказывая пиццу в Пентагоне? И сможет ли Трамп продать гражданам гробы из Ирана? Или будут на потужности въезжать, что НАТО не помогла, что героически боролись изо всех сил, победили, и хотя и отхватят, как во Вьетнаме, но снимут нового Железного Человека, где оживший персонаж Дауни будет в костюме разносить весь Ближний Восток. Будет Айталу метелить, наверное, да. Тут на самом деле, смотрите, руководство армии Вооруженных сил США было против начала войны. Известно было за несколько дней до начала, что руководитель Объединенного комитета начальников штабов был против. Но армия как бы выполняет приказы. И я думаю, что планы сейчас разработаны, очевидно, но политическое решение принимает президент. И он принял решение начать эту войну вопреки мнению своих собственных вооруженных сил. И мы видим, что вооруженные силы США готовы на мощные красивые операции. Скажем, вот эта эвакуация сбитого пилота, да, из тыла буквально иранского, это ну, мощно, да, с точки зрения специальных операций. Но я думаю, что армия осознает, Трамп не осознает, и это проблема, что Трамп может отдать приказ на то, что даже его собственные генералы считают провальной идеей, и он не сможет продать эту идею как борьбу за светлое будущее, потому что американцы не чувствуют себя, об этом свидетельствуют опросы, под угрозой от Ирана. А когда вы не чувствуете себя под угрозой, погибать за это довольно тяжело. Так что нет, у Трампа здесь нет хорошего выхода, но он может решиться на военную операцию. Угу. Вот такой вопрос тоже интересно. Как Алексей относится к теории о том, что война США с Ираном — это красивый обыгрыш глобальной монархии Трампом? Спасибо. Блин, я не очень понял вопрос. Ну, смотрите, глобальная монархия, монархии залива, корона, британское влияние. И это Трамп их обнуляет. Энергоресурсы дороже, политически. Надевает. Я думаю, что, как всегда, все довольно как бы проще в этом плане. Трамп считает, во-первых, Израиль одной из важных целей своей политики. Он очень близок к христианским сионистам, какому-нибудь там Линдси Грэму, террористу-экстремисту в России, этому самому, как сенатора-то зовут, противного. Грэм? Вы его тоже все...
Нет, это я уже упомянул. Ладно, вспомню, скажу. Ну, короче, то есть он считает, что Израиль это союзник США, Израилю необходимо помогать, и необходимо ситуацию на Ближнем Востоке разрешить, как бы Израиль там оставить и заняться Китаем. Заняться Китаем, и это его главная цель. Он хочет уйти из Европы и уйти с Ближнего Востока. Из Европы он хочет уйти, завершив российско-украинский конфликт договором, из Ближнего Востока уйти, оставив Израиль там править, короче, дальше. Поэтому он и начал эту войну, ну и к тому же Нетаньяху его подзуживал. Я говорил, я писал пост, у меня, по-моему, в платном канале был, как Нетаньяху типа 30 лет пытался дезавуировать все мирные инициативы США по Ирану и втянуть США в войну. Вот он даже приезжал, помните, Обама был президентом, и вот была иранская ядерная сделка, он ее продвигал. И он, короче, приехал в США по приглашению не Обамы, а республиканцев, выступал перед Конгрессом, ругал Обаму в его собственной стране и говорил, что с Ираном нужно воевать. Так что причины проще. А Карла он любит, на самом деле. Карл на него как этот чувак с дудочкой для змеи. Он им прям восхищен. Ну, приедет к нему. Тед Круз. Вот этот Тед Круз, противник. да, Тед Круз. Значит, точно. Так. О, Господи. О, Господи. Что там такое? Расскажите Бог мне. создал Трампа, чтобы убивать иранцев ради Израиля. Гол. Это Что еще сказать? произнес христианский пастор во время пасхальных торжеств в Белом доме. Да нет, это же было смешно, знаете, когда Пасха была вчера, значит, по католическому как бы календарю, и значит, президент США в Пасху сказал хвала Аллаху, да, какая вероятность этого была? Довольно низкая, но вот так получилось. Это, конечно, да. Так, значит, переходим, давайте нырнем от сообщества. Ну, тут, конечно, шутят, чем «О май год» отличается «О май гад», как правильно говорить, ваш тезка Алексей как бы прикалывается. У кого еще спросить это, как не у американиста? Это да, действительно. Типа, если вы с британским акцентом говорите «О май год», если вы говорите с американским, говорите «О май гад». Вот и все, вот ответ. Ларчик просто открывался. Кристина, в каждом убийстве ищите след женщины или корысть. В каждой начатой войне США следы нефти или ресурсов. Но если многих убийц находят и наказывают, то с американцами это не прокатывает. Вопрос, доколе? Покуда у американцев есть сила, короче, смотрите, забудем про американцев, покуда у вас есть сила, вы можете делать много, что хотите, и никто вам ничего не сделает. Это грустная ситуация, и именно она приводит к тому людей, чтобы они говорили, давайте мы какие-то правила придумаем, но, как мы видим, все попытки придумывать обязательные правила для международной политики заканчиваются тем, что самый сильный участник этой международной политики говорит, правила хотите сделайте, я буду делать, что я хочу, и ничего вы мне не сделаете. Такой мир, в котором большая рыба ест маленькую рыбу. Грустно, но мы в нем живем. Ныряем в чат, онлайн вопросы. Вопрос, есть ли у США реальные инструменты усилить давление на Иран еще сильнее, или потенциал санкций уже близок к пределу? В этом-то и прикол, да. Кажется, что США такие сильные, но по Ирану у них не так много уже инструментов остается. В санкциями Иран обложен с 1979 года. Наоборот, санкции снимают вон с нефти, да, на месяц. Так что и он и бесится, что он не знает, что ему делать. Вроде у него очень сильная армия, сильный флот, сильная авиация, а Иран продолжает сопротивляться. Поэтому как раз-таки у него нет легких и доступных инструментов для давления на Иран. Как и нет, кстати, у него легких и доступных инструментов для давления на Россию. И это то, что раздражает многих наблюдателей. Это когда, помните, Кая Каллас спорила публично с Марко Рубио. Да. Сергей интересуется, зачем Зеленский работает, в кавычках, на Лондон? Неужели гарантии Британии чего-то стоят? Я не очень люблю это работать на Лондон. Гарантии Британии стоят, но будет он, если что, жить в Лондоне под измененным именем Зелен Владимирский какой-нибудь в лондонском поместье. Я думаю, что Зеленский уверен, что то, что он делает, это, значит, идет на пользу не только ему, но и Украине, что нужно разбивать Украину, значит, в кровавую кашу о российскую армию. Сложно сказать. Мне кажется, что у него произошли какие-то изменения в личности, он буквально
не прошел испытание медными трубами, подумал, что он великий политик, который может распоряжаться судьбами там, миллионов людей и продолжать держаться за власть тогда, когда понятно, что, честно говоря, перспектив у него не очень много. Так что, да, британцы дают ему гарантию, а он их слушает, потому что он любит и британцев, и Европейский Союз. Он, господи, выходец из Кривого Рога, да, у него есть это низкопоклонство перед Западом, а Запад рад это низкопоклонство, что называется, поддерживать. Как вы оцените спасать пилота и потерять еще технику на Ближнем Востоке по поводу вот этой истории? Смотрите, есть протоколы такого рода операций. Протоколы этой операции гласят прямо, что цена не важна, абсолютно. У вас есть задача, и ваш единственный критерий успеха – это смогли вы вытащить человека или не смогли. И если у вас есть, вот вы проводите эту операцию, и у вас возникает как бы дилемма. Рискнуть, сохранить технику, или сделать более безопасно, но технику раздолбать. Всегда выбирайте раздолбать технику. Это прикольный подход, на самом деле. Это буквально указано в уставных инструкциях такого рода операций. Так что я не вижу здесь позора. Угу. Значит, бывшего губернатора Курской области приговорили к 14 годам строгача по делу о взятках. Как вы прокомментируете, Лариса? Прокомментирую, что не надо взятки брать. Соблюдайте законы. Что могу сказать? Да. Ну, все там по всей строгости, вроде как бы всех... Ну, слушайте, да, господи, прифронтовой регион и, конечно, кошмар в таких условиях. Вот, ну, как бы меня всегда удивляют реально люди, которые никакого, что ли, нет патриотизма, никакого государственного чувства, никакого чувства заботы о своих согражданах, когда вы губернатор прифронтового региона, и вы, короче, воруете бабки, там, не знаю, тоннами. Что с одной, что с другой стороны, кстати, в этом плане... Мы видим, что бывают исключения. Лина Востроилова, куда Украина по итогу станет развиваться? В сторону Запада или Востока? Ну, давайте посмотрим, чем закончатся боевые действия. Я думаю, что счастье Украины заключается в том, чтобы развиваться в сторону самой себя. Потому что, когда регион находится во фронтире, да, то есть давайте мы предположим, да, Европейский Союз и Россия останутся на карте мира. И они будут друг с другом находиться в несколько противоборствующем положении. Очевидно, государство, которое находится между ними, счастье его заключается в том, чтобы, как ласковый теленок, сосать двух маток, получать деньги, выгоду и оттуда, и отсюда. Если бы эта политика была принята 12 лет назад, все было бы хорошо. Угу. Ну, давайте вот этим, как бы не вопросом, да, а подытожим, скажем так, посланием вам, Алексей. Можно я тут один комментарий скажу тут? Я вот что открыл тоже чат. Да, скажите. Говорят, что я бы назвал губернатора Курской области скотиной на ТВ. Да, действительно, был у меня один эпизод, когда человек перебивает меня и говорит, что я говорю глупость, он ведет себя неуважительно по отношению ко мне, он ведет себя, нарушая правила дискуссии, и будет провозглашен скотиной, за пределами эфира может быть провозглашен еще как-то более резко. Поэтому уважайте своих собеседников. Как видите, Александр уважает своих собеседников, говорит с ними, что называется, вполне на равных, не пытается выставить их идиотами или тем более назвать то, что они говорят, глупостью. Короче, ведите хорошую дискуссию, и будет вам счастье. Да, большое спасибо. И в комментариях хорошо пишите. Вот пишет человек: я профессор истории, но Алексей Наумов, вижу по знаниям и эрудиции, вижу гораздо выше современных светил. Умница. Вот видите как. И похвалили. Спасибо, мне немножко всегда неудобно, ну как бы... Нет, так понимаете, в чем дело? Тут же время сейчас на самом деле, я же уже говорил, что начинается Страстная неделя, сейчас будет корежить многих бесов везде, поэтому добротой давайте ответим, друзья, на все, скажем так, самые разные подлости и всякие подставы, которые несет вот эта неделя и вот это корежение. Поэтому, друзья, всем благодарны за хорошие и добрые комментарии. Будем смиренны эту неделю. До Пасхи остается все меньше времени, а потом, знаете, вот после этого праздника, большого праздника, я думаю, что многое изменится. Алексей, благодарю за время и мысли. Да, спасибо вам большое, Александр. Спасибо большое, дорогие друзья, что смотрели. Подписывайтесь на меня в Телеграме, в Максе. И закончу я выступление, значит, фразой, которую говорит любимый герой всех, мне кажется, российских телезрителей Леонид Якубович: «И дай вам Бог». Да, ну, что? Понятно, что. Добра и света. Конечно. Увидимся. Спасибо.